Меня зовут Лена. Я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я к вам с рецептом торта, который влюбил в себя абсолютно каждого, кто его пробовал. Уникальная технология приготовления коржей без муки. Такие коржи вы не пробовали. Потрясающий крем-чиз в сочетании с такими мягкими, вкуснейшими коржами дарит вам незабываемый вкус. Смотрите этот рецепт внимательно, сохраните его, готовьте. Этот торт прочно засядет у вас в сердце и будет радовать долгие годы. Нам, конечно, понадобится шоколад, 140 грамм. Я использую горький шоколад без сахара с содержанием какао-продуктов 72%. Растапливаем его любым удобным способом, у меня это водяная баня. Я просто ставлю его над горячей водой и оставляю на несколько минут. Также нам понадобится 4 яйца. В этом рецепте очень важно, чтобы яйца были комнатной температуры. Разделяем яйца на белки и желтки. Я отделяю белок над отдельной емкостью и слежу, чтобы ни грамма желтка не попало к белку. И уже тогда перекладываю белок в чашу для взбивания. Добавляем к белкам 100 грамм объемного подсластителя для стабильности. У меня это сегодня аллюлоза. Это относительно новый, безопасный подсластитель натурального происхождения. И это не единственное его преимущество. Аллюлоза имеет очень приятный сладкий вкус без каких-либо привкусов. Нулевой гликемический и инсулиновый индекс. Аллюлоза даже снижает общий гликемический индекс при употреблении с другими углеводами, да еще и способствует сжиганию жира. Калории аллюлоза содержит, но они усваиваются не полностью. По своей структуре она максимально близка к сахару, за счет чего прекрасно выполняет все его функции при приготовлении десертов. Именно поэтому я выбрала аллюлозу для взбивания белков. Она создаст нужную стабильность, и белки не опадут. У меня вот такая аллюлоза от FitKit. В чем ее прелесть, она уже почти в состоянии пудры, за счет чего легко и быстро растворится в белках и придаст им стабильность. Кстати, у этого производителя есть свой канал с рецептами, и там есть множество разнообразных ПП-десертов с аллюлозой. Ссылку на него я оставлю для вас в описании. Сюда же добавляем 1 грамм соли. И пока отставляем белки в сторону, они нам понадобятся чуть позже. Проверяем шоколад. Он должен полностью растаять и стать текучим. Добавляем к нему 100 грамм теплого молока. Именно теплого. В этом тесте не должно быть ничего холодного. Перемешиваем. Взбиваем желтки с помощью миксера до пышности и посветления. Перекладываем к ним шоколадную смесь и еще раз взбиваем до однородности. Осталось взбить белки. Чтобы белки хорошо взбились, не забывайте соблюдать простые правила. Чаша и венчик для взбивания должны быть обезжирены. К белкам не должно попасть ни грамма желтка, а подсластителя должно быть не меньше, чем в рецепте, и желательно, чтобы он был в форме пудры. Когда вы видите, что за венчиком остается след, который уже не опадает, можно проверить готовность белков. При перевороте чаши белок должен оставаться полностью неподвижным. Перекладываем шоколадно-желтковую смесь к белку и перемешиваем. В данном рецепте можно воспользоваться миксером. Это не повредит, но заметно упростит задачу. На невысокой скорости перемешиваем обе массы до однородности. Мука нам здесь не нужна. Должно получиться вот такое пышное, мягкое, насыщенно шоколадное тесто. Я буду выпекать на противне, застеленном силиконовым ковриком. Можно просто распределить тесто по противню, а если есть квадратная форма для выпечки, лучше использовать ее, чтобы не было никаких излишков. Моя форма имеет размеры 26 на 26 см. Стенки формы предварительно смажьте маслом. Распределяем тесто ровным слоем и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 20 минут. Для вкуснейшего крем-чиза без сахара нам понадобится хороший творожный сыр. У меня здесь 500 грамм. И 200 грамм сливок жирностью 33%.
Сливки и сыр должны быть холодными. И подсластитель. У меня это опять же аллюлоза. Для крема я беру 120 грамм. Но количество здесь уже может варьироваться. Смотрите по своему вкусу. Соединяем все ингредиенты и размешиваем лопаткой до однородного состояния. У меня в комбайне это сделает вот такая насадка. Пропорции сыра и сливок можно варьировать. Чем больше в вашем креме сыра, тем плотнее он будет. Чем больше сливок, тем более воздушным. Я выбрала чуть более плотный вариант, который подойдет и в прослойку торта, и на покрытие. Добиваемся однородности. И дальше взбиваем венчиком до загустения. Взбивается такой крем очень быстро. По крайней мере, такое небольшое количество у меня взбилось меньше, чем за 2 минуты. При взбивании крем должен стать плотным и матовым. Видите, он уже не блестит, а полностью матовый и очень хорошо держит форму. Этот крем нельзя назвать низкокалорийным. Если для вас это важно, можете использовать второй вариант ПП крем-чиза, рецепт которого я уже выкладывала на своем канале. Ссылку оставлю в описании к этому видео. Перекладываем крем в кондитерские мешки. Я сразу распределяю. В один мешок около 480 грамм это внутрь торта, остальное на покрытие. Крем храним в холодильнике до сборки торта. Корж испекся. Его готовность проверяем деревянной шпажкой, она должна выйти полностью сухой. В процессе выпекания корж заметно поднимается, а после охлаждения опускается. Это нормально, так и должно быть в данном случае. Отделяем корж от стенок формы и снимаем ее. С помощью линейки я разделяю корж на 4 равных квадрата со стороной 13 см. Вот такие сочные, насыщенно шоколадные коржи получаются. Обращаться с ними нужно очень аккуратно, они довольно хрупкие, но это единственный их минус. Приступаем к сборке торта. Немного крема капаю на подложку, чтобы зафиксировать торт. Выкладываю первый корж и слой крема, примерно 160 грамм. Выравниваю и также выкладываю все остальные слои. Верхний корж кладу дном вверх, так как дно обычно более ровное. Покрываю из кондитерского мешка боковую поверхность торта и его верхушку. Выравниваю сбоку и сверху. Выравнивание квадратного торта не очень привычное, но в данном случае мне не нужно добиваться идеальной формы, так как я еще буду покрывать торт слоем шоколадной глазури. Поэтому главное, чтобы не было перекосов. Вот такая форма вполне меня устраивает. Оставляем тортик в холодильнике до готовности глазури. Ставим на водяную баню еще одну порцию горького шоколада без сахара, 80 грамм. Когда шоколад полностью растопился, добавляем к нему 50 грамм теплого молока. И тщательно размешиваем до однородности. Можно также воспользоваться блендером. Кстати, вместо молока здесь можно использовать и какой-нибудь сок. Например, апельсиновый, абрикосовый или малиновый. Очень вкусно сочетаются с шоколадом. Вот такая гладкая однородная глазурь должна получиться. Выкладываю часть глазури на поверхность тортика. Аккуратно распределяю лопаткой. У меня нет цели идеально выровнять слой глазури. Важно лишь, чтобы слой был примерно одной толщины. Излишки я распределяю на бока торта. А поверхность пусть будет рельефная. Я специально делаю на ней хаотичные мазки лопаткой, чтобы получилось красиво. Боковую поверхность тоже покрываем тонким слоем глазури. И тоже хаотично придаем форму лопаткой. Глазурь очень удобна в работе. Она достаточно жидкая, чтобы хорошо распределяться, но при этом достаточно густая, чтобы не стекать с торта. Но важно учесть, что на холодном торте глазурь довольно быстро схватывается. Поэтому покрываем небольшой участок, распределяем и придаем форму. А уже потом беремся за следующий. Таким образом оформляем весь торт полностью. Подложку можно почистить с помощью смоченной в горячей воде салфетки. Вот такой лаконичный декор у этого торта. Мне кажется, получилось очень стильно. Как бы вы его назвали? Шоколадный куб или, может быть, черный квадрат? Давайте его разрежем.
Он очень мягкий, режется так легко. Посмотрите, какой аппетитный разрез. Бисквит очень нежный, очень влажный, мягкий и сочный, и насыщенно шоколадный. В сочетании с потрясающим крем-чизом вкус у него просто бомба. И в дополнение насыщенная шоколадная глазурь. Все любители шоколада точно оценят этот торт. Это очень вкусно. Такой декор сделать совсем несложно, а выглядит он очень изящно. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!